Иногда происходит в жизни такое, что ощущаешь себя действительно творцом реальности. А иногда кажется, что эта реальность настолько плотная и неподатливая, что бы ты ни делал, какие усилия бы ни предлагал, она не поддается. Как будто бы материя, она такая закостенела, и с ней ничего нельзя сделать. Хотя есть и действия, есть и намерения, и какие-то попытки. И в такие моменты кажется, что словно проживаешь не свою жизнь, не свою реальность. Как будто бы существует какая-то другая реальность, где тебе было бы хорошо, но вот именно эта реальность, в которой ты находишься сейчас, она скорее похожа на какое-то испытание, в котором тебе приходится не жить, а существовать. И кажется, что если так дальше пойдет, то лучше вообще никак, чем вот так. Если вы с таким сталкивались, то, в принципе, ничего особенного, потому что большинство людей с этим сталкивается, вне зависимости от того, насколько мы можем быть жизнерадостными, насколько мы можем ощущать себя ранее творцами так называемой реальности, программировать какие-то события в жизни. Но жизнь, она на то и жизнь, что она иногда преподносит сюрпризы. Иногда приятные, иногда не очень. Иногда мы как будто бы принимаем что-то, а иногда кажется, что мы не хотим принимать, не хотим смиряться и продолжаем искать выход из этого лабиринта. И вот здесь я бы хотела поделиться тем, что помогает лично мне в таких ситуациях. Для начала все-таки придется принять, потому что без принятия не будет вот этого вот фона легкого. Пока мы находимся в сопротивлении, пока мы находимся в борьбе, мы словно тратим всю свою энергию, все свои силы как раз на то, чтобы воевать с этой жизнью и с этой реальностью. И таким образом, вместо того, чтобы создавать какой-то конструктив, мы еще больше разрушаем, больше ставим себе как будто бы палки в колеса сами, вместо того, чтобы как-то разгоняться и куда-то катиться в нужную сторону, мы вообще никуда не катимся. Или просто попадаем в какой-то поток, где все происходит по какому-то течению, вообще туда, куда нам не нужно. Почему так происходит? Потому что энергия борьбы, энергия непринятия – это утечка энергии, раз, всегда, а во-вторых, это деструктивная энергия. Это низкие вибрации, которые нас закидывают на тот слой реальности, где мы еще больше боремся и сопротивляемся. Но как только мы принимаем, что да, вот сейчас такая ситуация, да, возможно, нам здесь не все нравится, но все-таки есть позитивные моменты. И даже если они нас не сильно радуют, потому что мы, как правило, не фокусируемся на них своим вниманием, они все-таки есть, и за них стоит благодарить. И вот здесь вот чувство благодарности, оно следующее после принятия. Мы ищем то, за что мы можем благодарить прямо сейчас. И когда мы входим в эту энергию благодарности, у нас появляются, как ни странно, силы. У нас появляется дополнительная энергия для того, чтобы разобраться с дальнейшими своими действиями
действиями и видением, куда мы направляем намерение. Дорожка, она как будто бы начинает чуть-чуть проясняться. Словно туман рассеивается и начинает виднеться тропинка. Пока ее видимость, она не высока, не уходит за горизонт, но мы видим ближайшие какие-то шаги. И уже исходя из этих ближайших шагов, у нас может появляться какая-то энергия на действие. И вот мы начинаем предпринимать эти действия на эти ближайшие 2-3 шага. И для того, чтобы дорожка выстилалась дальше, нам необходимо сделать следующее. Нам необходимо заглянуть в будущее, не близкое, достаточно далекое. Можно на 3 года, можно на 5, можно на 10, как вам понравится. И попытаться увидеть, а что мы хотим, чтобы там было. Так как отрезок времени большой, намного проще дать волю фантазии и не отказывать себе в благах, потому что кажется, чем больше времени пройдет, тем больше вероятности, что жизнь может измениться кардинально, круто. Можно достичь какого-то масштаба, можно достичь каких-то таких вещей, которые сейчас кажутся нереальными, но вот там через 5 лет, к примеру, вполне возможно, мы можем это допустить. И вот мы допускаем для себя самую благоприятную реальность. И тут, пожалуйста, будьте аккуратны. Можно попасть в ловушку, потому что если мы начнем себя представлять в каких-то декорациях, в которых мы еще не были, или в стране, в которой нам, к примеру, не доводилось жить, и нам кажется, что мы туда приедем, и мы там обязательно будем счастливы. Но по большому счету мы можем туда приехать, и может оказаться, что это место нам не заходит ни по климату, ни по своей культуре. Тушуйся внизу. Вот. И то есть мы можем себе навизуализировать, напредставлять, поставить намерение на реальность, которая в итоге нам будет не мила. Поэтому лучше фокусироваться на своих ощущениях. К примеру, я живу в климате, в котором мне классно, мне там комфортно, мне нравится этот социум, который меня окружает. Я выхожу из дома и получаю эстетическое наслаждение от увиденного. Вот так лучше, чем если мы скажем напрямую, я живу там где-нибудь, как я это делала в Таиланде, и выхожу, а вокруг меня пальмы. А в итоге мне климат не подошел, а в Таиланде я живу. Я живу и понимаю, что да, мне комфортнее все-таки жить в прохладном климате. И то есть таким образом я не могла предугадать наперед, что мне может это не зайти. Поэтому сейчас я точно знаю, как не надо делать. И вот эти вот детали, их точно не надо как-то декорации прописывать. Прописывайте свои ощущения, фокусируйтесь на этом. Хорошо помогает вот завести вот такую вот тетрадочку. Данную тетрадочку я себе купила в Гималаях, в Нагаре, в деревне, где 20 лет жил Рерих. Очень красивое место, классный климат, мне подходит. Но не подходит, конечно же, сама инфраструктура. Для меня это все равно не родная страна. Родная страна все-таки дороже, все-таки интереснее, ближе по духу. Так вот, тетрадочку я взяла и начала писать туда свои намерения, желания. Все в настоящем времени и все красной пастой. Иногда они повторяются. Вот прям я могу чего-то очень сильно хотеть и чувствую, что внутри прям вертится это желание. Я сажусь и еще раз прописываю. Почему, кстати, красной пастой, да, почему не синей?
Если честно, я не знаю именно в чем механизм действия красной пасты, синей пасты, но есть, так сказать, учитель, наставник, которому я доверяю. И он сказал, что если писать синей пастой, это как раз не сбудется. Если мы пишем красной пастой, то наоборот, таким образом мы приближаем желаемое, то, что мы прописываем. Ну а насчет настоящего времени, я думаю, и так все понятно, потому что если мы не пишем в настоящем времени, а пишем в будущем, то будущее так навсегда и остается будущим. Как это работает на метафизическом плане, я думаю, вы уже слышали, то, что все свои желания мы всегда формируем в настоящем времени. И таким образом мы закладываем свое намерение на будущее. И по всем законам метафизики, рано или поздно, наша действительность, наша материальная реальность, она подстраивается, потому что материальная реальность не такая уж материальная, а по большей части состоит из тонких энергий. А все рождается сначала в тонком слое, а потом уже в плотном. И вот здесь, чтобы это сработало, и сработало быстрее, очень важно верить в то, что это реально. То есть мы не можем заниматься программированием в своей жизни каких-то вещей, в которые мы не верим, что они с нами случатся. И здесь такой интересный момент, чтобы усилить свою веру, нам необходимо добавить действий. Действия могут быть как какими-то такими вот ключиками к дверям, которые открываются к новой реальности, а могут не особо влиять на то, что будет с нами происходить, потому что все может произойти абсолютно спонтанно и неожиданно, и вообще с такой стороны, с которой мы себе даже не представляли. Знаете, такие случайные случайности из разряда чудес в жизни. Вот в моей жизни чаще вот как-то происходило так, потому что действия, конечно, делались, это все замечательно, но складывалось все благоприятным образом, по большей части, вот просто по какой-то счастливой случайности. И так у многих людей. Просто вот где-то случайный разговор, где-то случайный визит куда-то. Просто какое-то случайное новое действие, и бах, и как-то все меняется, кардинально все меняется в другую сторону. Но внутренняя настройка, она должна быть таковой, что вы верите, что с вами это произойдет, что это в вашей жизни реально и обязательно случится. Если вы не верите, если нет вот веры в то, что это работает, оно и не сработает. Потому что сигнал, он будет как будто бы пустышка. Он не отправится даже туда, куда нужно. Поэтому, когда мы верим, он отправляется прям из сердца в согласии с разумом и попадает сразу туда, откуда все происходит. Источник нас слышит, Вселенная нас слышит. Вот я лично по себе скажу, у меня есть два способа, в которые я верю. Я верю в визуализацию, в силу Вселенной, и я верю в Творца. Но к молитвам я прибегаю только в очень крайних случаях. В таких случаях, когда я понимаю, что без силы Бога, без божественного вмешательства, как будто бы ничего не изменится. И как будто бы очень-очень нужна поддержка Всевышнего. И
Если я не верю, что уже я могу справиться собственными силами, договориться со Вселенной, тогда мы подключаемся к молитвам. Вот. Но я делаю это в очень крайних случаях, потому что в основном молитвы я использую для того, чтобы благодарить, и максимум могу просить о крепком здоровье для всех своих близких. Вот такие дела. Зайка очень хочет попасть в кадр. Запрыгивает ко мне на кровать и вмешивается прямо в эфир. В общем-то, что еще добавить-то? Все, зайчонок, давай, не надо тут скакать. И когда у нас появляется вера в то, что мы можем что-то изменить, появляется еще больше сил, энергии на то, чтобы двигаться вперед, что-то менять в своей жизни. Появляется видение каких-то новых возможностей, меняется что-то в привычном мышлении, потому что мышление, оно это как тропинка, по которой мы привыкли ходить, а как бы тропинка, по которой мы ходим, и она никуда не приводит, она не приведет нас снова в новое место. Поэтому необходимо эту тропиночку немножко менять и ходить другими путями. И для этого необходимо, чтобы мышление, оно тоже трансформировалось, поэтому развиваться всегда актуально и всегда важно искать какие-то новые пути, новые возможности, быть динамичным, быть в потоке, пропускать через себя энергию. Очень важный момент то, что энергия должна через нас свободно течь, протекать во внешний мир. А откуда она появляется в нас, да? Конечно же, напрямую от источника. И чем у нас лучше связь с источником, чем мы ближе к Богу, тем лучше, чище, благостнее энергия течет в нашу жизнь. И течет она в том направлении, которое будет делать нашу жизнь приятнее. Не наполнять ее какими-то испытаниями и сложностями, а наоборот, рассеивать их и способствовать благоприятному сценарию. Друзья, благодарю вас за внимание.